Всем привет, меня зовут Павлик Гусаров, и сегодня мы поговорим про такое явление татуировки, как обезбол. Читерство в татуировке. На самом деле клиентов сколько раз пытался их не жалеть, мне их жалко, потому что больно людям, я не могу причинять людям боль. И они еще дергаются и мешают работать. Им можно накосячить не по своей вине, потому что клиент резко дернет рукой либо чем-то еще, и это может повлиять на татуировку с не лучшей стороны. Допустим, горло и голову я делал без этого. Я использовал на колене, на спине и где-то еще. И на ступне, на подъеме стопы. Так, давайте разберем основные чудо-средства, которые помогут вам перенести сеанс татуировки. Совершенно никого не призываю использовать все эти мази и все остальное. Если, я повторюсь, вы можете терпеть боль, то лучше вот к этой хуйне не приближаться. Никогда. Даже не думай ни за что на свете. Нет, брат, не надейся, Трейси. Ответ отрицательный, ответ жестоко, отрицательный нет. Потому что разные могут быть последствия. Самое действенное, что у нас есть в ремесле, это обезболивающие крема, такие как TKTX, Доктор Намп, Speed Numb и прочее. Какие-то из них хуже, какие-то лучше. Какие-то очень сильно влияют на заживление, какие-то не особо, это зависит от организма. Начнем с того, что держат они, я не знаю, от часа до 3, наверное. Просто обычно некоторые говорят 6 часов держат. У меня была такая клиентка, у которой 6 часов держала, она домой пришла, она все еще руку не чувствовала. Но это я бы не назвал это, не вписал это в правила, это скорее исключение, потому что это просто такие у нее рецепторы. Так ей повезло, что она нахер ничего не чувствует. В основном это работает от 1 до 3 часов. В зависимости от состояния организма, участка на коже, и все, короче. Возможность аллергической реакции. Если вы не уверены в ее отсутствии, то при себе нужно иметь антигистаминные средства. Минусы в том, что когда этот крем отпускает, на это место невозможно вернуться, потому что становится максимально еще больнее, чем было до, и терпеть прям совсем нет возможности. Также эти крема нельзя наносить повторно, потому что возрастает возможность химического ожога кожи. Такие примеры были. Я сам лично на своей практике не встречал, но знаю татуировщиков, кто делал татуировку, клиент просил наносить повторно, и потом был химический ожог, нахер вся краска вывалилась, соответственно, в этом месте потом делали коррекцию. Чем кончилось, не знаю, но такое было. Такое бывает раз в жизни, и то не у каждого, поздравляю. Также есть ряд людей, я знаю, которые повторно использовали на себе, и у них все хорошо. С татуировкой ничего не произошло, и я не знаю, лучше не пробовать, не стараться, его нахуй. Сразу скажу, что во время татуировки обычно из-за того, что там заморожены рецепторы и все остальное, крови течет меньше, но после сеанса, когда отпускает, лимфа и все остальное течет больше. Поэтому татуировка может быть светлее на полтона, например, только потому, что часть краски из нее вытекла во время того, как из нее вытекала лимфа и все остальное. Болевые ощущения и отеки после сеанса имеют место быть. То есть татуировка может прям болеть. Это уж вы выбираете, болеть она будет на сеансе, либо после сеанса. Так свобода воли. Дальше мы разберем такие средства, как сустаин, лидокол, такие, как это называется? Короче, эти средства можно наносить в процессе татуировки на разбитую кожу, они тоже хорошо работают, они хорошо обезболивают, но держат они меньше, но при этом их можно наносить повторно. Также различные пенки по типу Hustler Helper и Holy Bubble я пробовал на себе, они прям боль не снимают, но она становится не такой острой, она притупляется и нормально, можно терпеть. Они при этом также не влияют на заживление, и их можно постоянно подмазывать. Вещь хорошая. Если идет на сеанс, то всякий случай можете прикупить. Это очень хорошая вещь. Таблетки кто-то принимает перед сеансом, Немесил, Кетанов, Найс. На самом деле, кому-то они помогают прям очень хорошо, кому-то помогают не очень. Я бы сказал, что это средство чуть лучше, чем молитва. Но молитва тоже лишней никогда не будет. Так что имейте в виду. В общем и целом, это все из того, что поможет вам перенести сеанс. Теперь перейдем к тому, что категорически запрещено. Вкалывание обезболом запрещено. Я как татуировщик не имею права обкалывать клиента совершенно ничем. Прям совсем не имею права.
И брать я на себя такую ответственность не хочу. Никто не уверен ни в каких аллергических реакциях. Если у вас будет анафилактический шок, вы умрете прямо на кушетке, и скорая приехать не успеет. Мы вас вон там у гаражей закопаем и пойдем дальше делать свои татуировки. А что заняться нечем? 5 утра! Ты что? Вон возьмите его, храните в другом месте! Идите в другое место! Куда? За гаражи! Общий наркоз также запрещен. Типа, возвращаясь к тому, что я на это право не имею, на это имеет право только анестезиолог, плюс это риск гибели, хоть и маленький, плюс общий наркоз — это все-таки наркотические вещества, и делать общий наркоз может только анестезиолог. В своем стиле я допускаю работу с обезболом, так как я работаю по принципу принтера, я на уже прокрашенной части не возвращаюсь, и поэтому в этом случае болезненные ощущения можно свести на минимум. В общем и целом, я считаю обезбол как бы вполне себе нормальная история, просто если человеку очень хочется татуировку, но у него прям вообще с болевым порогом не повезло, ну прям очень ему больно, то лучше использовать анестетики, делать короткие сеансы, ну и тогда вы хотя бы в любом случае сделаете татуировку. Может, вы потратите больше денег, больше времени на это, но вы придете к этому результату все-таки. Если вы можете терпеть татуировку без применения этих вспомогательных средств, крайне не рекомендую к ним обращаться. Бог терпел и нам велел. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Чао.